Всем привет, меня зовут Вика, и я в очередной раз заставлю тебя влюбиться в Дубай. Сегодняшнее видео будет про инвестиции, но не простые. Я покажу вам разницу между инвестированием в одну квартиру за $1 000 000 и купить несколько квартир по 250 тысяч. И почему лучше некоторую недвижку покупать для себя, а в некоторую лучше вкладываться, чтобы получать профит. Наша компания Ведомус имеет большую базу недвижимости по разным сегментам, по разным типам недвижимости, и мы работаем индивидуально под клиента. Поэтому с вами сегодня будем смотреть эти объекты, а потом будем лично выбирать их для вас. Мой канал будет интересен инвесторам, кто готов инвестировать в зарубежную недвижимость, кто любит сравнивать доходности разных стран. Также для людей, кто хочет поменять профессию и быть агентом по недвижимости, а также предпринимателей, кто рассматривает Дубай как новую площадку для своего бизнеса. Поэтому подписывайся, будет очень интересно. И я заставлю вас влюбиться в Дубае. Мы с вами приехали в один из самых популярных спальных районов Дубая, Jumeirah Village Circle, где находится очень много проектов, хороших для инвестирования в долгосрочную аренду. Часто этот район выбирают люди для жизни, потому что здесь есть парки, есть живая инфраструктура, обычный спальный район. И здесь квартиры стартуют от $100 000. Поэтому будем смотреть с вами сегодня квартиры и смотреть, выгодно это или нет. Ну что, интересно будет посмотреть квартиру, которая стоит $250 000. Это двухкомнатные апартаменты, 90 квадратов. И такой маленький нюанс с Бурдж-Халифа View. Так, что у нас есть в квартире? Во-первых, вы попадаете в нее в большую гостиную зону, плюс еще кухня. На кухне есть все необходимое для жизни, мелкая бытовая техника, встроенная техника. И, кстати, здесь чувствуется простор, все-таки 90 квадратов для двухкомнатной, это хорошие размеры. Здесь у нас две спальни, одна мастер-бедрум и вторая зона тоже спальни, квадратов где-то по 17. Идем. По правилам Дубая, в каждой спальне есть свой санузел. Это очень удобно. Во-первых, это разделение тоже зон и две спальни, соответственно, два санузла. Здесь у нас выход на балкон. Еще раз говорю, здесь Бурдж-Халифа View, что с гостиной, что с одной спальни. Так, обращаю внимание на то, что все квартиры сдаются всегда с ремонтами. И плюс с этим встроенные шкафы и наполнение по сантехнике и по кухне. Поэтому, если вы даже покупаете такую квартиру без ремонта, вы покупаете кровать, мелкую мебель и можете сдавать ее в аренду. На сегодняшний день эта квартира сдается в помесячную аренду. Потом буду рассказывать по цифрам, выгодно это или нет. Вторая спальня в этой квартире, она в принципе такая же, как и мастер-бедрум, только единственное, санузел, он не в комнате, а отдельно находится. Это тоже удобно, потому что если приходят гости, то они не заходят к вам в личную зону вашу. И вообще все ремонты, которые есть в этом, допустим, билдинге, они все одинаковые. Наполнение мебели только меняется. Вообще такой вид с окна на самом деле вообще не удивляет, потому что здесь постоянно стройка. Днем и ночью. Даже с этой спальни мы видим штук 8 новых проектов, которые тоже скоро будут сдаваться, и здесь будут заселяться люди. Каждый застройщик пытается сделать все лучше и лучше, но желающих переехать в этот район все равно много, поэтому бояться не стоит, что квартира будет простаивать. Даже в эту квартиру, когда мы заселяли ребят на 1 месяц, то было трудно ее достать, потому что все остальные были заняты. Если все-таки задуматься, в чем разница между объектами, почему один объект стоит миллионы, а второй можно купить до $100 000, все банально, это локация и это удобство. В этом районе нету метро, тебе необходима машина, потому что добираться в центр, где, я не знаю, у людей работа, это действительно только спальный район. Торговые центры даже есть, но они маленькие, все равно все дубайцы ездят либо в Дубай Молл или там в Emirates Молл. Еще немаловажный фактор, здесь очень большие пробки. Утром и вечером, то есть ты в трафике можешь стоять минут 40. Это тоже нужно учитывать. А теперь считаем по цифрам. Эта квартира на сегодняшний день стоит около 900 тысяч дирхам. Это $250 000. В месяц эта квартира приносит $3000. Если бы мы говорили с вами за долгосрочную аренду, где вы один раз заселяете арендатора, то она бы обошлась 2,5. Окупаемость такой квартиры где-то 7-8 лет. Можно подумать, что круто, классный вариант и нужно срочно его брать, потому что окупаемость, честно, сумасшедшая и доходность хорошая. Но
всегда в таких объектах есть большое но. Когда вы покупаете любую инвестицию, вам нужно думать, сможете ли вы ее продать в любой момент, если срочно нужны будут деньги. И вот как раз такие объекты, они хорошие для долгосрочной инвестиции, то есть там под аренду, но они не ликвидные. Такие объекты будут продаваться намного дольше на рынке и будет труднее найти клиента, потому что дом уже не совсем новый и постоянно нужно делать реновации у квартиры, постоянно что-то менять, потому что не забываем, если это все-таки посуточная аренда, то амортизация происходит намного быстрее и часто нужно менять и мебель, и где-то подкрашивать стены. Соответственно, это тоже дополнительные расходы, это нужно учитывать. А плюс к этому, если у вас есть месячная или посуточная аренда, у вас есть управляющая компания, потому что по закону Эмиратов только компания, которая имеет лицензию на краткосрочную аренду, их сдает, и, соответственно, за это берут дополнительные расходы от 15 до 20% от дохода за месяц. И третий минус, который нужно учитывать перед покупкой, смотреть на конкурентов, кто здесь будет строиться, потому что это спальный, это типичный район, и, соответственно, сильно чем-то выделиться, сделать эксклюзивный объект очень тяжело. Через несколько лет, там, через год, через 2, через 3, этот проект уже будет менее актуальный, и, соответственно, цена, за которую вы купили, она может снижаться, и это нормально. То есть не все квартиры вырастают в цене, и это тоже норма. Просто инвестору нужно быть к этому готовым. И я вам покажу квартиру от 1 миллиона. Вы увидите разницу, что инвестируя даже больше, вы можете получать и намного больший доход. И самое главное, эта квартира будет очень ликвидная дальше на перепродаже. Это наша квартира с 2 спальнями в проекте Ketura Reserve площадью около 200 квадратных метров. Здесь у нас находится гостиная. Сделана у нас в таких светлых всех оттенках, как и вся квартира. Это наша основная цветовая гамма нашего комьюнити. Это кремовый, шампань и бронза. Цвета специально подбирались так, что да, там ты не скажешь там через 2 года, так, я хочу эту стену немедленно перекрасить. Здесь у нас есть такая интересная фишка, да, выглядит как будто бы это камин, но это еще увлажнитель воздуха. За счет того, что в Дубае жарко и воздуха все равно не хватает, очень часто в квартирах делают вот такие штуки. Шторы у нас все сделаны по системе Smart Home, там есть доступ в планшете, плюс доступ есть на каждой стене висит панелька к системе Умный дом. Здесь же находится наша кухня, так как я говорила, эта квартира идет полностью с мебелью, с техникой сразу под ключ. На кухне у нас много запрятано, да, немецкой техники. Начнем из холодильника. Холодильник у нас двухдверный, тоже Миле. Дальше у нас здесь есть микроволновка, кофемашина, посудомоечная машина. Здесь тоже все Миле. Я заметила, там даже еще есть один холодильник, да, для вина? Да, это у нас винный шкаф Sub-Zero. Несмотря на то, что мы находимся в мусульманской стране, винишко попить можно. Плюс здесь еще есть дополнительный шкаф для напитков, которым не нужно охлаждение, например, как виски. Здесь можно собрать свою коллекцию Луи XIII. Реально, каждый застройщик пытается сделать, ну, реально что-то необычное. После просмотра обычно, когда мы приводим клиентов, то люди как раз запоминают вот такие штуки. Они могут не помнить, какой марки, там, я не знаю, стиральная машинка или еще что-то. Или была она там вообще. Вот вообще не заметят. А вот такие штуки они запоминают. Еще мне понравилась фраза, которую ты сказала, что вы делаете вот ремонт в нейтральных тонах, чтобы это через несколько лет было тоже актуально. Потому что как раз большая проблема Дубая, что морально устаревают некоторые и билдинги, и также ремонты, поэтому постоянно нужно делать реновацию. Когда вы выбираете квартиру под инвестицию, пожалуйста, вот этот момент учитывайте, чтобы потом не переделать, ну и, соответственно, больше не тратить деньги. Плюс мы хотим, чтобы здесь как бы люди себя чувствовали максимально комфортно, да, чтобы ты прям здесь наслаждался жизнью. Поэтому создано такое очень закрытое комьюнити. У тебя рядом находится даунтаун, да, ты находишься как бы еще в серединке Дубая, у тебя вид на Бурдж-Халифу, но тем не менее мы хотим все сделать максимально в зелени. Плюс, да, как бы внутри все материалы на ощупь очень приятные, потолки тебе не давят, потому что их высота 3,2, 3,4 метра, плюс здесь у нас везде еще спрятаны кондиционеры, да, обычно проблема в Дубае, ты сидишь, либо лежишь на кровати, тебе холодный поток воздуха всегда дует в лицо. Здесь уже все продумано так, чтобы ты себя чувствовал здесь максимально комфортно. Ой, здесь можно складировать все свои туфельки, которые есть, собрать всю свою коллекцию. Скажи, пожалуйста, а квартира уже будет сдаваться в таком виде? Все, что есть, будет, да? Да, полностью с мебелью, с техникой, сразу под ключ. Все, что нужно, это только взять своих членов семьи, ну, либо заехать самому. Здесь мы заходим, у нас сразу здесь находится гостевой санузел. Здесь у нас вся используется японская сантехника Тото.
которая делает чудеса. Вообще это проект японско-немецкий, поэтому я так понимаю, что все элементы там техники, это у нас в Японии, да? Да, именно. Здесь у нас как раз запрятаны два немца. Да. Это стиральная и сушильная машина Миле. Поэтому, как бы, да, здесь все только Тото и Миле. Здесь у нас еще есть такой, как бы, кабинет, да, либо детям делать уроки по пути в спальню. И здесь находится наша спальня. Две спальни, они как две мастер-бедрума, они больших размеров. Тогда нету главной. Да, ну тут уже кому какая больше нравится. Скажи, пожалуйста, а основные клиенты кто? Все постсоветское пространство. Мы любим, когда ты заходишь в квартиру, там красиво. И плюс, конечно, Европа очень сильно любит. Потому что здесь все такое в минимализме, как раз как Европа любит, ничего лишнего. Здесь у нас тоже находится ванная комната, где у нас туалет, душевая. Да, если кто-то хочет, может подать специальный запрос, мы можем это все как бы поставить границу, чтобы не было видно между этими двумя комнатами. Скажи, пожалуйста, а в основном покупают, если апартаменты, это под инвестицию или для жизни все-таки? Часто ли говорят вот о прибыли, о профите, сколько можно будет сдавать эти квартиры в аренду? Обычно всегда люди, даже когда покупают как бы для себя, для жизни, они все равно хотят понимать, что потом это будет хорошая инвестиция. Конечно. Вдруг ты потом сюда не переедешь, твои планы изменятся за 2-3 года, но хотя бы ты сможешь перепродать и при этом еще получить как бы хорошую прибыль. Поэтому всегда рассматривают как инвестиция, тем более, да, мы в Дубае сюда все хотят инвестировать, как инвестиция это в первую очередь, но и плюс в этом проекте каждый понимает, что даже если он потом захочет переехать в Дубай полностью, да, вот в этой квартире, это одно удовольствие жить. А какой ROI идет на аренде? Здесь очень сложно подсчитать, потому что подобной квартиры как бы здесь рядом нет вообще аналогов, нет. Поэтому даже сравнивать сейчас, мы понимаем, что они там будут достроены на 25 год, правильно? 2026 даже. 26, да. Трудно просчитать за счет даже больше эксклюзивности, не времени. Но если бы мы сейчас бы снимали эту квартиру? Я думаю, легко можно было бы ее сдать в аренду за 600-700 тысяч дирхам. Потому что она того стоит. Плюс там очень лимитированное количество. В этом проекте у нас всего лишь 6 домов, в каждом доме всего лишь 65 квартир. Из этих квартир у тебя всего лишь 2 пентхауса, 4 трешки и остальные двушки. Вот и все. Поэтому как бы это не так, как строится небоскреб, где там 400-700 квартир, и они как бы все такого прям однотипного типа. Вот именно однотипного, это раз, потому что на конкуренцию всегда нужно обращать внимание, потому что, еще раз, вам эту квартиру потом перепродавать, она должна быть ликвидной. А за счет эксклюзивности ты можешь даже штучно, можно так сказать, поднимать цену объекта. Вторая спальня, она, в принципе, аналогичная. Да, только чуть другой интерьер, а так они очень похожи, размер одинаковый. Это как у вас две основных спальни. Будет ли здесь краткосрочная аренда? Да, мы в этом проекте планируем разрешить краткосрочную аренду, плюс мы хотим здесь сделать менеджмент company, да, компания, которая будет заниматься управлением. То есть, если вы уезжаете, хотите сдать вашу квартиру в аренду, вы просто к ним обращаетесь, и они это сделают. Что еще мы хотим сюда внедрить? Это консьерж-сервис. В консьерж-сервис будет входить, например, вас нужно встретить с аэропорта, заказать цветы, чтобы няня пришла, посидела с ребенком, вдруг там вы идете на какой-то свой ивент, персональный тренер, животные выгулять, да, там собак, потом так же само будет pet spa и груминг для животных, привести их в порядок, помыть. Для кого будет эта опция? Это будет полностью для всех, кто находится сейчас в этом вот проекте Kitura Reserve. В среднем вообще по статистике, если вы сдаете квартиру на краткосрочную аренду, то можете добавлять спокойно плюс 25, плюс 30% от обычной долгосрочной аренды. Естественно, есть расходы на управление, в среднем это тоже где-то 20%, но все равно, даже учитывая эти расходы, вы все равно зарабатываете over profit. Мне было бы жалко такую красоту отдавать. Вообще, да, мне кажется, чужие руки, мне кажется, под вечеринки. Такая терраса будет в каждой квартире или это все-таки как пример? Да, вообще у каждой квартиры большая терраса от 18 до 53 квадратных метров. Да, терраса очень большая, плюс на террасе у вас будет сразу стоять гриль. На террасе и на кухне у вас есть кран компании Кокер, который фильтрует воду, делает холодную, горячую и минеральную. Можно пить минералку просто с-под крана и делать гриль. Да, интересно.
В этом месте чувствуется спокойствие, какое-то расслабление, потому что я понимаю, что даунтаун, ну там к городу, к центру где-то минут 7-10 на машине, а здесь вот спокойствие. Может быть, я не знаю, за счет этих деревьев. Я знаю, что они супер особенные, какие-то супер космические. Это оливковые деревья, которые выращены в технике бонсай. Да, возраст каждого дерева около 800 лет и даже больше. Привезены с Испании. Пока они здесь у нас временно, они ждут своего часа для того, чтобы мы их пересадили в парк. В парке их будет уже намного больше, да, мы только сейчас их начинаем привозить. Да, и на самом деле здесь такое ощущение, как будто бы ты совсем не в Дубае. Вообще. Да, только всегда Бурдж-Халифа Да. тебе напоминает на горизонте, что нет, ты все-таки еще здесь. Да, круто. Здесь у нас открыты пока кафешки, да, наши партнеры сюда зашли. Вот, например, наш партнер матча здесь еще поставили падл-теннис. Здесь люди приходят, играют. Также падл-теннис, потом будет в комьюнити, будет обычный теннис, будет баскетбол, бассейны для плавания, будет бассейн с велотренажерами, футбол, много детских площадок, клиника, детский сад, чего здесь только не будет. А скажи, пожалуйста, сколько это все будет стоить обслуживание дома на протяжении года для резидентов? Если это квартира, это будет примерно 22-28 дирхам за квадратный фут в год. Да. Если это вилла, либо таунхаус, это будет примерно 5-8 дирхам за квадратный фут в год. Ага. Плюс у вас будет еще красивый парк, все будет максимально в зелени в данном проекте. Что у нас по рассрочке и по payment плану? Мы даем на этот проект план оплаты, если это квартира, либо тауны. План оплаты выглядит так: 60% разбиваются во время строительства, 40% на ключах, это 2026 год. А скажи, пожалуйста, если мы вот рассматриваем двухкомнатную квартиру, мы определились там около $1 миллиона, миллион, а как это будет происходить оплата? Вообще изначально лучше забронировать, что пока вы уехали к себе в отель либо домой, да, Это квартира правда. не ушла. Это точно. Лучше оставить 50-100 тысяч дирхам, да, как залог, что вы заинтересованы в этой квартире. Ее сразу убираем с продажи. Потом вы вносите в течение 7 дней, мы даем план оплаты 10%, плюс 4% это земельный налог, как всегда. Потом следующий платеж будет 10% там где-то через месяц, и потом мы еще разбиваем это все до 2026 года. Скажу честно, я много смотрю проектов, но мне не всегда все нравится. Я первый раз вот с восторгом выходила и говорю, я бы здесь жила. А проект настолько комфортный, вот то, что мы говорили, спокойствие. И ты понимаешь, что если ты будешь жить в Дубае, то хочется вот чего-то такого уютного. Китура мне как раз, наверное, про уют. Если сделать итог после сегодняшних двух проектов, могу сказать свое субъективное, но экспертное мнение, что всегда задумывайтесь, что вы покупаете, чтобы это было ликвидно. Я очень часто про это говорю, но это очень важно, потому что купить – это не проблема, перепродать нужно будет еще постараться. И главное, чтобы объект был интересен и на сегодняшний день, и клиентам для аренды, и клиентам, кто будет перекупать этот объект. Поэтому сегодня я ставлю, наверное, лайк все-таки второму объекту, который мы с вами посмотрели в Китуре. Даун стоит $1 миллион, но мы не забываем, что есть интересные условия рассрочки, что этот объект уже поднимается постоянно каждый день в цене. Поэтому ставлю лайк ему, вы ставьте лайк этому видео, не забывайте подписываться на канал, и я дальше буду рассказывать вам все про недвижимость в Дубае.